Добрый день! Сегодня будем готовить ленивый хлеб на закваске. Для того, чтобы его приготовить, необходимо понимать несколько принципов. Первое. Вы должны быть уверены в своей муке и в качестве той клейковины, которую она способна развивать. Я буду мешать два вида муки. Это обычная мука хлебопекарная высшего сорта, белонежная. Я часто на ней пеку, она у меня проверенная, я понимаю, как она себя ведет. И у нее среднее качество развития клейковины, в принципе, неплохого качества хлеб на ней получается. И вторая мука, это тоже проверенная мною многократная мука. Это мука твердохлеб Тамбовского комбината. Это мука цельнозерновая, тонкого помола. У нее показатель белка 11%, и она очень хорошо развивает клейковину. То есть, по сути, вот этой цельнозерновой мукой я улучшу качество высшего сорта белонежной с точки зрения развития клейковины. Для чего все это нужно? Мы не будем месить это тесто, мы не будем его складывать, оно будет просто долго стоять и бродить, и самостоятельно развивать клейковину, и самостоятельно создавать ту структуру теста, которая в итоге у нас получится. Поэтому мука должна быть хорошая, сильная и проверенная. Даже не сколько сильная, сколько проверенная, в качестве которой вы уверены. И я буду добавлять не 10-15% цельнозерновой, как обычно это рекомендуется. Я буду мешать ровно пополам. Мне будет 50% высшего сорта и 50% цельнозерновой пшеничной муки. Почему этот рецепт ленивый? Если вы посчитаете время, которое вы тратите на приготовление, то вашего участия в жизни этого теста потребуется не больше часа в общей сложности, включая время выпечки и включая время замеса. Все остальное время тесто будет просто стоять и бродить. Ну что, давайте начинать. Рецепт очень интересный, я уверена, что он вам понравится. Итак, что мы делаем? Значит, я сейчас должна смешать два вида муки. А вы должны брать муку, которая у вас проверена. Вы уверены, что из нее получается хорошего качества тесто. И вы берете обязательно только такую муку. Лучше брать не только высший сорт, но и, например, первый сорт, либо цельнозерновой тонкого помола. Она даст нам лучшее качество теста. Мы берем муку, нам ее потребуется 460 граммов. Я беру муку высшего сорта. Я буду смешивать муку высшего сорта и муку цельнозерновую тонкого помола. И мне нужно равное количество этих двух видов муки по 230 граммов. В общей сумме у нас будет 460 граммов муки. Я беру 230 грамм одной и 230 граммов второй муки. Посмотрите, у меня мука цельнозерновая, но она тонкого помола, она почти не отличается по цвету. Она чуть более бежевая, при этом она такого же тонкого помола. Сюда я добавляю закваску. У меня активная освеженная закваска. Мне ее потребуется 80 грамм. Закваска 100% влажности. Количество закваски у меня меньше, чем я обычно кладу. Это обусловлено тем, что у нас будет достаточно длительное брожение, и закваска успеет освоить тот объем кормления, который мы ей дали. И дальше мне нужна очень холодная вода. Воды потребуется 360 граммов. Чтобы вода была достаточно холодной, я добавила в нее лед, и она постояла со льдом. И сюда же я сразу добавляю соль. Соли потребуется примерно 7-8 граммов. Можете добавить больше, если вы любите более соленый хлеб. Можете 10 добавить. Ну, я считаю, что 7 граммов достаточно. Все. Здесь мы не откладываем соль на потом и смешиваем все сразу. Здесь у нас сейчас не будет замеса. Фактически мы просто увлажняем муку водой и даем ей набухнуть. Обратите внимание на густоту моего теста, которое получается. Дело в том, что у меня достаточно влагоемкая мука, и я это знаю. И тесто, оно вот такое вот плотное на первом этапе, несмотря на то, что мы много добавили воды. Влажность этого хлеба 80%. Сейчас я немножечко помогу руками.
Это даже не замес, это просто смешивание, чтобы вот эта вот сухая мука, она вошла вовнутрь и набухла вместе со всей остальной. Оставляем минут на 20 в покое этот кусок теста, и потом я покажу, что мы делаем с ним дальше. Тесто простояло 20 минут. Сейчас я смочу руки, и вы можете видеть, что оно начало приобретать уже однородность. Сейчас нам достаточно собрать его в единый ком. Можете называть это обминкой, можете называть как угодно, но сейчас мы просто собираем его в единый ком, и все. И я беру емкость с крышкой, немного подсолнечного масла, смазываю ее, стенки и дно подсолнечным маслом. И теперь я беру это тесто, перекладываю его сюда и оставляю 1 час сейчас в комнате, а потом буду убирать в холодильник на сутки. Можете сразу убрать в холодильник на сутки. Особенно эта рекомендация важна, если у вас тесто получилось гораздо более жидким, чем у меня. У меня, видите, оно такое достаточно плотное. Опять же, если у вас тесто жидкое, то вам все-таки придется приложить немного усилий и пару раз его сложить. Если оно у вас жидкое, вы сейчас же убираете в холодильник, а потом через где-то, например, час достаете и делаете вот такое вот складывание, да, как вот мы обычно делаем. Вот так делаете, складываете и с этой стороны складываете. У меня тесто, как вы видите, довольно плотное. Складывать его, в принципе, не нужно. И я сейчас могу оставить его на какое-то время при комнатной температуре, а могу сразу поставить в холодильник. И хоть я вам сказала, что сейчас надо дать ему постоять, я вот, честно говоря, не хочу сейчас вообще о нем думать. Я хочу его убрать и забыть о нем на сутки. Убираю в холодильник, накрываю плотно крышкой и забываю о нем до завтрашнего вечера, то есть на сутки. Продолжаем делать хлеб по ленивому рецепту. Тесто мое простояло на брожении сутки в холодильнике. Если присмотреться, видны пузыри. Если посмотреть через стенки, то тоже видны пузыри. Их не очень много, но они есть, потому что брожение шло в холоде. И сейчас надо будет сделать формовку. Тесто у меня довольно влажное и немного липкое, поэтому на формовку я подсыпаю муку и выкладываю тесто из емкости. Из этого количества теста я буду делать 2 заготовки, поэтому шпателем делю пополам. Откладываю чуть-чуть в сторону один из кусков. А этому куску я сейчас сделаю предформовку. Те, кто смотрели мои видео, помнят, как делается предформовка. Мы берем и весь срезанный край заворачиваем вовнутрь, переворачиваем. И прокатывая по столу, желательно стол при этом, чтобы был сухой. Мы уже подпылили мукой, когда вываливали. Мы округляем. Все, округляем до гладкости. И отставляем в сторонку на небольшую отлежку. Хлебушек мой отдохнул. И я буду его формовать вот в эту форму. Я сегодня не хочу стелить ткань, поэтому нужно обработать так, чтобы во всех бороздках у нас была забита мука, чтобы изделие наше не прилипло. Обсыпаю мукой и буквально втираю вот так вот во все швы и бороздки. Слишком много не надо, но надо, чтобы швы были заполнены, чтобы заготовка не прилипла. И сейчас я буду формовать. Немножко растягиваю заготовку. Я хочу сделать прям очень плотную формовку с хорошим напряжением на поверхности. На руках у меня минимальное количество муки, на подпыл тоже минимальное, чтобы мука не попала вовнутрь. И смотрите, что я делаю. Я заворачиваю пополам. И получаю такой треугольничек. Вы видите, да? У меня острый угол и широкая серединка. Дегазируем чуть-чуть. И я начинаю заворачивать сверху. И одновременно поджимаю
наше изделие. Все, я залепляю края. Беру расстоечную корзину и укладываю швом вверх. Все, теперь я накрою эту заготовку пленкой и оставлю при комнатной температуре, вот сейчас порядка 25 градусов, примерно на 2 часа подходить. Можете ориентироваться по силе подъема, подняться должно примерно в 1,5-2 раза, то есть я сейчас прикидываю, сколько это, и оставлю до подъема в 1,5-2 раза. После этого будем выпекать. У меня расстоялась моя заготовка, она стояла 2 часа. Сейчас я уже согрела духовку на 250 градусов и остается сделать надрез и посадить ее в духовку. И сейчас будем делать надрез. Я буду высаживать на пекарскую бумагу, потом быстро вынимать казан. Я духовку, кстати, разогреваю с казаном чугунным и печь буду внутри казана. Я высаживаю на пекарскую бумагу и вместе с этой бумагой отправлю в казан мою заготовку. Но сначала надо надрезать. Берем заготовку. Смотрите, как она выросла. Она поднялась, раздалась в стороны. Чтобы ей было легче выйти из моей корзинки, я чуть-чуть ее отделяю от стенок. Можно сделать вот так, чтобы проще было. И переворачиваю. Заготовка хорошо у меня вышла из формы. Я беру обычное лезвие. У меня есть специальная рукоятка для лезвия, но я не буду ей пользоваться, чтобы показать вам, как делается надрез. Мы берем лезвие, ставим его под углом, не ровно, а вот так под углом примерно 30 градусов. И начинаем от самого края заготовки и до самого низа, можно чуть придержать, мы протягиваем наше лезвие. Примерно посередине, чуть-чуть в стороночку отступая. Все. Сейчас быстро сажаю в горячую духовку на 250 градусов. Я только что достала хлеб из духовки. И давайте посмотрим на его раскрытие. И какой мы получили разрез и гребень. Я думаю, видно гребешок. Видно раскрытие. Такое красивое. Он пока горячий, рез сделал буду позднее. Сейчас еще раз покажу. По-моему, красивый хлебушек, красивый гребешок у него. Поэтому запоминайте правила, что делать, чтобы получился гребешок. Не перестаивайте тесто, делайте плотную формовку, и у вас все обязательно получится. Подписывайтесь на мой канал, и мы с вами испечем еще много всего интересного.